Всем привет-привет! Посмотрите, какую красоту я вам сегодня покажу. Мы с котом проведем мастер-класс для вас по вязанию такого необычного эксклюзивного шарфа. Сейчас шарфы снова на пике популярности, особенно с такой бахромой красивой. Такой шарф можно вязать и для мужчин, и для женщин, и для детей, то есть он унисекс шарф. Все зависит от цвета пряжи, которую вы используете в работе. А цветов здесь может быть множество. У меня здесь 3 цвета. Вы можете использовать до 10 оттенков. То есть здесь уже как ваша фантазия разыграется. Вязать такой шарф одно удовольствие. Вы как художник можете самостоятельно подбирать цвета, провязывая ряды тем или иным цветом. И тем самым создавать рисунок из вот этих полосочек. Вяжется шарф очень просто. С ним справится даже начинающая вязальщица. Нужно уметь только вывязывать лицевые петли. И вяжется он очень интересно. Знаете, бывает такое, когда начинаешь вязать, вам очень нравится, вы прям горите, хотите вязать. А потом вяжете, и уже как-то неинтересно, и думаешь, когда это уже закончится. С этим шарфом дела обстоят совсем по-другому. Он заставляет держать в тонусе до самого конца. И поэтому вяжется он быстро. Кроме того, что он просто вяжется, еще психологически он легко и просто вяжется. Кто еще не догадался, вяжется шарф поперек, платочной вязкой. Каждый ряд при этом меняет цвет нити, иногда через ряд. И тем самым на краях образуется вот такая бахрома. И также я покажу лайфхак в этом видео, как зафиксировать бахрому. Делается это при провязывании последних петель ряда. И если этого не делать, то крайние петли будут расползаться по бахроме. Нужно их фиксировать. Вот он. Смотрите, как хорошо тянется, растягивается. В то же время петли эти фиксированы. Вот так смотрится с одной стороны. С изнанки смотрится точно так же. Также я покажу, как я эластично закрываю петли при платочной вязке. Край при таком методе, он очень похож на наборный край, но в то же время имитирует продолжение платочной вязки и хорошо в то же время растягивается. Данный шарф я вяжу на мальчика, поэтому детский шарф. Можно вязать и взрослый шарф, но нужно будет тогда набрать больше петель. Ширина шарфа у меня получилась, если вот он разложенный ровненький, то я мерила 17 сантиметров получается. Если его растянуть, он хорошо тянется, вот смотрите, как он тянется, то можно дотянуть до 24. Но он такой пружинистый получился. Очень хорошо держит форму. Возвращается в свое прежнее состояние. Длину получился у меня 135 сантиметров. Как раз детский шарфик где-то такой он должен быть. 130-140 сантиметров. Если вы будете вязать взрослый шарф, то там нужно будет набирать вам петель больше. Так что присоединяйтесь к нашему мастер-классу. Котик уже заждался, сидит, ждет. У него, кстати, новый ошейник, зацените, с брелком совой. Вязать шарф мы будем из пряжи Alize Merino Royal. Это 100% шерсть мериносовая, турецкая. В 50 граммах 100 метров. У меня есть вот такой синий цвет. Потом у меня вот такой серый цвет. И остался у меня еще кремовый оттенок от шапочки. Я его тоже запущу в шарф.
Всего на шарф нужно примерно 230-250 грамм на детский шарф. Но здесь уже смотрите по вашему расходу, смотря сколько цветов у вас есть. Вот, посмотрите на картинке, я написала, сколько я всего покупала пряжи, и на шарф сколько у меня ушло, и сколько ушло на шапочку. Изначально мы должны связать образец, чтобы высчитать нашу плотность вязания. Вяжите образец платочной вязкой. Здесь я вязала на 4,5, а потом вязала на 4. Думала, какие мне больше понравятся. Но все-таки, наверное, 4 буду использовать. Затем вы измеряете линейкой плотность. Я здесь вязала, набирала 20 петель. У меня получилось здесь 10 сантиметров ровно. Я хочу, чтобы длина моего шарфика была примерно 130 сантиметров. Значит, если у меня здесь в 10 сантиметрах 20 петель, значит, я должна на 130 сантиметров набрать 260 петель. Самым обычным способом я буду набирать, не забудьте только конец оставить подлиннее, потому что петель у нас же немало, 260 аж получается. Набирать я буду на спицу на пол размера больше. То есть вязать я буду на спицах четверочки, а набирать мы будем на спицах 4,5. Вот, самым обычным методом. Мы будем набирать 260 петель. Дело это, конечно, непростое набрать столько петель, но зато будет мало рядов вязаться. Самым обычным методом набираем 260. То есть вы высчитываете, сколько вам нужно петель набрать. Если у вас шарф, например, взрослый, и вам нужно не 130 сантиметров, а все 180, например, связать, или вообще вы хотите обмотаться, например, шарфом, то нужно набирать больше петель. То есть считаете, может, там не 260, а 300, либо 350. То есть здесь уже варьируете длину. Все, набираем и встретимся с вами. Вот я набрала 260 петель. Вот у меня получилась такая вот каракатица. Теперь я буду вязать следующий ряд и все последующие лицевые ряды платочной вязкой. Но вот здесь в краях мы будем делать бахрому. Вот сейчас мы уже начнем ее делать. Для этого нужно взять подручные средства. Вот я сейчас возьму открытку. Я померила, она у меня равняется 8 сантиметров. То есть бахрома у меня будет 8 сантиметров. Можно взять побольше. Тут у меня 10 сантиметров. Если вы будете взрослый шарфик вязать, то бахрому можно сделать и 10 сантиметров. Но у меня будет 8 сантиметров, так как у меня детский шарфик. Вот я беру. Довязала я до конца. Вот это как конец ряда. Так, сейчас я разверну. Буду вязать назад лицевыми. Но здесь я буду делать, чтобы у меня бахрома была вся одного размера. Я буду вот так вот мерить. Это у меня конец. Вот, я вот так отмерила. То есть такой длины у меня будет бахрома. Все, я отмерила и все. Можно, тут я фиксирую. Все эти петли я буду вязать лицевой. Это у нас пойдет первый ряд. Вот этот хвостик у нас пока он не зафиксирован. Но когда мы будем вязать конец ряда, я там покажу, как я их фиксирую, чтобы они потом не распустились.
Можно, в принципе, сразу обрезать вот эти тут посередине, это будет наша бахрома, но я потом это все сделаю, обрежу. Пока я вяжу до конца ряда этот ряд, весь лицевой. Ну, здесь ничего сложного, просто вяжем все петельки лицевыми. Довязываю ряд и потом я покажу, как я фиксирую бахрому. Вот я дошла до конца ряда. Здесь у меня остаются 2 петли. Мы их сейчас должны провязать по особому методу, чтобы потом наша бахрома фиксированная была. Вот смотрите, у нас 2 петли здесь. 2 вместе провязываю сначала. Провязываю за задние стенки. Потом эти я не снимаю со спицы. Завожу спицу с левой стороны. И провязываю еще раз. То есть из 2 мы вывязали 2 петли. Вот, то есть мы здесь как бы закрепили. Все, вот этот край у нас пойдет на бахрому. То же самое я отмеряю нужную нам длину. Все, отмерила. Здесь я придерживаю. Все, дальше я вяжу все петли лицевыми до конца ряда. Здесь я вяжу синей ниткой последний ряд. Потом мы будем менять, другой цвет делать. Все петли мы просто вяжем лицевыми до конца ряда. Ну, в данном шарфе у нас вообще все петли вяжутся лицевыми, поэтому здесь проще. Просто вяжем и вяжем наши петельки, 260 штучек. Шеффилд, ты тоже помогаешь? Вяжешь? Вот мы вяжем, дошли до конца ряда. Здесь из-за того, что у нас вот эта петля не фиксированная, видите, она болтается, ну там, где мы бахрому делаем, мы ее должны чуть-чуть подтянуть, чтобы петельки наши были тугенько. Вот видите, подтянули. Теперь то же самое я завожу за задние стенки, вот провязываю 2 вместе лицевой. Потом я петли эти не сбрасываю и провязываю за передние стеночки. Вот 2 вместе. Из 2 вместе мы сделали опять снова 2 вместе. И вот мы зафиксировали нижнюю бахрому и верхнюю. Все. Теперь я синие нитки пока не буду вязать, я их оставляю. Сейчас я буду вводить серую нить. И каждый ряд у нас будет теперь с нового цвета нити. Вот я ее отмеряю на уровне синей нити, ну здесь примерно. Потом мы, когда будем ее равнять в конце вязания, мы все их ровненько подрежем. Все, начало ряда мы просто вяжем все петли лицевыми, первую тоже петлю. Дальше мы продолжаем то же самое. В конце ряда мы делаем из 2, провязываем 2, то есть фиксируем бахрому. Начало ряда мы вяжем просто, то есть у нас вот здесь пока не фиксированная. Вот это первая петля. Потом, когда у нас будет конец ряда, мы их вот эти 2 петельки последних, мы их провяжем, сделаем вот такую штучку. И будет у нас край красивый.
Все, этот ряд я вяжу весь серый. А дальше можно распределять цвета, как вы хотите. То есть, если у вас другие цвета, может у вас будет больше цветов. У меня 3 цвета, а у вас может быть больше. Как уже ваша фантазия разыграется. То есть, этот серый у меня. А дальше я могу провязать либо синий, либо белый. Но только надо рассчитывать, чтобы ниток у вас как раз хватило. Например, у меня белого мало цвета, значит, я должна белых полосочек запустить меньше. Синих больше. Все, так вяжем до конца ряда. Держишь? Так, ну давай я буду вязать, или ты будешь помогать? Вот мы доходим до конца ряда серого теперь. Здесь петлю мы подтягиваем, чтобы не было протяжек. 2 вместе мы провязываем за заднюю стенку, и 2 вместе мы провязываем за переднюю стеночку. Все. Этим мы сбрасываем, мы зафиксировали. Все, это мы оставляем. Следующий ряд я буду вязать синей нитью. Я взяла другой моток, начала. Пока не хочу я отрезать. Вдруг мне там что-то не понравится с длиной шарфа. Все, здесь я отмеряю нашу бахрому. И вяжу ряд лицевыми петельками. Все, дальше мы с котом идем вязать наш шарф. Встретимся с вами потом, покажем, что у нас получится. Та-дам! Шарф почти готов. Осталось закрыть петли. Сама не закрывала, думаю, покажу вам, как я это делаю. И самое интересное, бахрому разрезать и постирать, и все. Значит, смотрите, как я это делала, вязала. То есть изначально я распределила нитки, как мне нужно, в зависимости от того, сколько у меня грамм каждого цвета было. Вы можете это делать, рисунок по-своему. Я вязала, вот смотрите, вязала. Высчитывала. Дошла я до, ну вот у меня беленькая полосочка, это центр. А потом я пошла в обратном порядке. Те же самые узоры, я пошла в другую сторону. Бахрома у меня вот такая получилась. То есть кое-где я обрезала сразу, ну, кончики чуть подлиннее оставляла. А где я вязала туда-назад, я использовала наш вот этот трафарет. Но мы их сейчас все должны разрезать. Сейчас мы вместе это сейчас закроем петли и будем бахромой заниматься. Вот смотрите, мы сделали последние вот эти 2 наших перекреста. Вот. Теперь мы делаем последнюю бахрому, чтобы край у нас был не лысый. Отмеряем. Первую петлю я снимаю. Вторую провязываю лицевой. И вот эту первую на вторую набрасываю. Так. Все, подтягиваем все кончики наши. Дальше. Первую петлю провязываю лицевой. За шарфа не видно, да, вам, наверное? Затем я вот эти 2 петли нанизываю на левую спицу. Их провязываю лицевой.
Вот за правую стеночку. Провязываю лицевую. 2 петли набрасываю на левую спицу. Подхватываю рабочую нить. Провязываю лицевую. Провязываю лицевую. И 2 вместе. Провязываю лицевую. Эти 2 петли вместе. Провязываю лицевую. 2 петли вместе. Таким способом у нас получится эластичное закрытие края, и он как бы имитирует продолжение платочной вязки. То есть я свои изделия так закрываю. Быстро, просто и красиво. Что еще нужно для счастья вязальщицы? Край мы закрыли. Теперь мы должны разобраться с бахромой. Вот все наши вот эти висюльки, их нужно перед ВТО обязательно подтянуть, зафиксировать. После того, как вы их постираете, они уже примут свою окончательную форму и никуда не разлезутся. Ну, они, в принципе, и так уже нормально, потому что, когда я провязывала, я их подтягивала. Ну, просто пройдитесь, проверьте, чтобы нигде... Вот видите, у меня вот это как бы в бок, я должна ее вниз подтянуть. То есть все мы красивенько, все подтягиваем ниточки. Проходимся по всему краю просто, чтобы у нас никто из ряда не выделялся. Сейчас мы их разрежу пополам, а подровняю я уже после ВТО. Потому что они есть, некоторые крученные, пусть они разровняются. Все, тут у меня все красиво. Сейчас я просто буду разрезать пополам. Там, где я не разрезала. А потом я уже их подровняю ровненько. Вы могли и сразу, в принципе, разрезать. Здесь уже как ваше желание. Таким образом наш шарф будет готов. Все, что получится, вы увидите в начале ролика, точнее уже увидели. А я с вами прощаюсь. Кот тоже передает привет прощальный. Всем до новых встреч. Пока.